Всем привет! Это вторая часть описания работы с программой Total Battle Club. В предыдущей части было описано заполнение всей справочной информации, необходимой для проведения расчета боя. Ссылку на нее смотрите в описании под видео или на канале. Теперь рассмотрим сам расчет боя. Для открытия расчета боя нужно нажать на кнопочку «Открыть расчет боя». По умолчанию капитан заполняется сразу из текущей строки капитанов. Его можно поменять, добавить других капитанов или героя. Рассмотрим рабочий стол расчета боя. Он также разделен на три части. Верхняя левая часть содержит список капитанов и героя. В нем указывается состав капитанов и героя для расчета. Активный капитан отображается в верхнем углу. Рядом со списком отображается экипировка, установленная на активном капитане или герое. Под списком отображаются действующие титулы героя. При нажатии на картинку капитана открывается окно с параметрами капитана. При нажатии на артефакт открывается окошко артефакта, где можно что-то поменять. При нажатии на экипировку открывается экипировка, где тоже можно что-то поменять. Если нажать правой кнопкой мышки на экипировку, то открывается дополнительное меню. В нем можно посмотреть все бонусы, которые дает выбранная экипировка вместе с самоцветами и чарами. Над списком капитанов есть кнопка «Плюс 1 уровень». При нажатии на нее для активного капитана или героя уровень увеличивается на 1. Кнопка «Герой» позволяет открыть окно с параметрами героя, когда его нет в списке. Ниже находится галочка «Взять дракона». Ее указываем, если делаем расчет вместе с бонусами дракона. Также есть галочка «Рейд». Она необходима для включения бонусов капитана Аманиторе. Чуть правее от капитанов находится расшифровка лидерства, мастерства и превосходства. Расшифровка состоит из текущего и максимального значения. Если текущее значение больше максимального, то оно выделено красным цветом. Текущие значения рассчитываются по таблице армии, которая находится ниже. Если щелкнуть по любой строке, то можно увидеть, из каких параметров получено данное значение. В этой табличке мы видим, что лидерство 5000 дает нам герой и капитан. Никаких бонусов по лидерству пока нет. В нижней левой части рабочего стола находится таблица с армией. Есть возможность добавить всех юнитов. Можно добавить любого юнита отдельно, даже если его нет в данных армии. Можно нажать кнопочку «Параметры юнита», где мы увидим все параметры текущей строки юнита с расшифровкой бонусов силы и здоровья. В том числе здесь уже будут бонусы капитана, артефакта, бонусы дракона и так далее. Также есть кнопочка «Отправить расчет на почту».
которая позволяет текущую таблицу расчета боя отправить себе на почтовый ящик для дальнейшей работы с ней. В нижней части левого окна находятся показатели силы и здоровья для текущей строки. В правой части рабочего стола находится окно с отрядом врага. Этот отряд можно формировать вручную, добавляя в таблицу юнитов и указывая количество. Можно также добавлять по отрядам врага, выбирая определенный отряд. Есть отдельная кнопочка для заполнения по эпическим отрядам, так как они наиболее часто используются в расчетах. После заполнения юнитов врага по отряду появляется дополнительная кнопочка «Открыть сохраненную ранее настройку боя». Можно выбрать и загрузить, чтобы посмотреть и проанализировать. При выборе определенных отрядов появляются дополнительные поля для расчета, например, количество заходов, на которое мы хотим провести расчет. Выберем 5. Выберем способ возрождения, который мы хотим использовать при расчете. Есть варианты: возрождение наемников, монстров, остальных удалять, либо всех возрождать. Этот вариант определяет необходимое количество юнитов в расчете. Для проведения расчета необходимо нажать кнопочку «Оптимально». Будет произведен расчет оптимальной атаки на выбранный отряд врага для указанных юнитов в таблице армии, для выбранных капитанов и героя. Красным цветом выделяются позиции, которых недостаточно для атаки. В этой колонке у нас показано текущее количество. В этой колонке количество на один заход. В этой колонке количество на все заходы, в данном случае 5 заходов, и в этой колонке показано, сколько нам необходимо еще построить юнитов каждого вида. После постройки юнитов в игре мы заполняем ячейку «Текущий остаток», например, 87. Теперь показано, что на одну атаку этого юнита хватает, но не хватает еще 35 для 5 атак. Под таблицей армии в нижней строке указано количество золота, нужное для возрождения наемников и монстров для 5 заходов. После того, как строим в игре необходимое количество юнитов, надо заполнить это количество в каждой строке. Например, здесь нам необходимо 4510. Мы можем заранее построить все требуемое количество юнитов для проведения оптимальной атаки на выбранный отряд врага для 5 заходов. Над таблицей армии есть кнопочка «-1 атака». При нажатии этой кнопочки будет уменьшаться текущий остаток юнитов на количество убитых юнитов, плюс количество возрожденных по выбранному способу. Это позволяет видеть в любой момент текущий остаток юнитов после захода. Рассмотрим для примера расчет атаки на эпический отряд монстров «Судный день». В случае сохранения настроек боя у нас появляется кнопочка выбора последних сохраненных настроек. Открыть настройку можно по кнопочке «Открыть настройку боя». Сделаем расчет также на 5 заходов. Видим по проведенному расчету, что на одну атаку нам хватает юнитов. Можем перейти к просмотру боя. Для этого надо нажать кнопочку «Посмотреть бой».
Открывается окно, где мы видим несколько закладок. На закладке «Бой» расположено две таблицы. В верхней таблице показан бой, когда первый удар делает вражеский отряд. В нижней таблице первый удар делает наш отряд. В таблицах показана очередность ударов наших юнитов и юнитов врага, количество убитых при каждом ударе, количество самих юнитов, урон, который нанесен либо вражеским юнитам, либо нашим. При нажатии на нашего юнита открывается табличка с параметрами юнита для данной строки, где расшифровывается значение силы и здоровья со всеми бонусами, что удобно для проверки. При нажатии на урон расшифровывается информация по урону. Показан расчет урона с учетом силы удара и здоровья противника. Также в этой табличке есть возможность поставить галочку в случае атаки нашим отрядом двух отрядов врага. Включаем галочку, нажимаем кнопку «Пересчитать бой» и видим, что у нас появился удар по второму отряду врага. Также есть галочка «Двойной урон» в случае нанесения нашим отрядом двойного урона. Использовать эти галочки удобно, когда мы хотим убедиться в том, что наш расчет боя полностью совпадает с расчетом боя, который был в игре Total Battle. В верхней части окна есть кнопка «Пересчитать бой». Ее удобно использовать при пересчете сохраненных ранее настроек боев с текущими параметрами капитанов, дракона, экипировки и так далее. Есть кнопочка «Сохранить настройку боя». В открывшемся окошке мы вводим описание для удобства дальнейшего поиска. Есть кнопка «Сравнить». Например, выбираем другую настройку и видим, что в таблицах у нас появляется колонка с номером копии и отличия по каждому удару. Вот здесь у нас разное количество убитых, меняется урон и так далее. Увидеть, из-за чего произошли эти отличия, всегда можно на закладке «Параметры». На ней несколько табличек. Это состав и уровни капитанов из первой копии и из второй копии, артефакты первой копии и второй копии с уровнями. Табличка с экипировкой. Табличка с составом нашей армии, где красным выделяются отличия количества юнитов в первой копии и во второй. Таблица бонусов для первой и второй копии. В ней также цветом выделяются отличия, какие бонусы были при расчете первой копии и, соответственно, какие бонусы были при расчете второй копии. Все эти параметры дают нам возможность увидеть, какие изменения произошли и как они повлияют на расчет боя. Еще рассмотрим для примера атаку на цитадель. Выбираем цитадель эльфов 10 уровня. Сразу видим предупреждение, что для атаки на цитадель необходимо добавить осадное орудие.
Добавляем катапульты 3-го уровня. Видим, что лидерство у нас превышает возможное значение, поэтому необходимо скорректировать количество юнитов. В настройках уже есть сохраненный вариант атаки на цитадель. Откроем его и дальше будем смотреть на примере ранее сохраненной настройки. При выборе цитадели для расчета боя у нас появляется дополнительная кнопка «Рассчитать потери». Заполним в поле количество заходов, сколько цитаделей мы хотим уничтожить. Нажав кнопку «Рассчитать потери», получаем расчет необходимого количества юнитов, нужных для 10 заходов. В расчете боя у нас добавилась новая закладка «Стены», где отображается часть боя с оборонительными сооружениями врага. Верхняя таблица содержит расчет атаки, когда первый удар сделан врагом. Это всегда, когда нет осадных орудий. В нашем примере мы осадное орудие взяли, поэтому первый удар осадных орудий, так как инициатива осадных орудий выше, чем инициатива стен. Видим, что стены были уничтожены с первого удара. На закладке «Бой» все то же самое, как и в атаке на обычные отряды монстров. Верхняя таблица – это первый удар врага, нижняя таблица – первый удар наш. На этом вторую часть описания работы с программой Total Battle Club завершена. Всем спасибо! Следите за выходом новых видео на нашем канале.